Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Варна, ночь, утро 18 февраля. Мы летим в Израиль, летим на несколько дней. Говорю тихо, потому что это аэропорт и не хочу мешать кому-то. Ну, что вам сказать, друзья, доехали замечательно, все как обычно. Мы едем на машине, потому что, ну, так нам удобней. И из Скалска практически одинаковое расстояние до Софии и практически одинаковое расстояние до Варны. Поэтому здесь, там, где будет выгоднее билет, там мы и летаем, в общем-то. В этот раз я купил билет без багажа Варна-Тель-Авив за $21 США. Ну, прекрасная цена, и не было надобности сейчас лететь за багажом. Вот, что хочу вам сказать, друзья мои, если вы все-таки едете на машине и едете поздно, после 11 или 12 часов, друзья мои, обязательно заправьте машину, потому что многие бензоколонки просто закрыты. Ну, я имею в виду, если вы едете где-то из центральной Болгарии, вот как мы из Габрова, у нас где-то через километров так 70 кончился газ, мы переключились на бензин, но, сами понимаете, на бензине ехать невыгодно, и ехали до ближайшей бензоколоночки еще где-то километров 30-40, и там у нас цена на газ была 1 лев 27 статинок. Ну, друзья мои, дорого. Самый дорогой газ в Болгарии я видел дальше, на следующей бензоколонке, за 1 лев 35. Ну, разделим на 2. 1 лев 35, это значит 67 центов за газ, а 1 лев 27, это значит 63 евроцента за газ. Ну, по сравнению с другими бензоколонками, где везде 1,15. Конечно, друзья, мы, естественно, это все считаем. Кто-то скажет, там, копейки считать, не копейки считать. Нет, здесь дело не в этом, здесь просто мы живем. И поэтому мы должны, в общем-то, строить свой бюджет из расчета того, где мы живем. Мы не живем ни в Израиле, ни в другой стране, и мы не туристы. Если когда мы туристы и приезжаем в какую-либо страну, мы абсолютно не считаем, потому что мы приехали на несколько дней, и мы приехали на отдых. Соответственно, зачем считать деньги? А сейчас мы здесь живем, и поэтому, в общем-то, мы регулируем расходы и, конечно же, смотрим. Ну, в очередной раз я убедился, что нужно было мне заранее в Габрово заправиться за лев 15. Заранее. Поэтому очень имейте в виду, что, в принципе, после 11 часов некоторые бензоколонки вот в центральной Болгарии или по дороге, они могут быть просто закрыты. От слова «просто». А до следующей бензоколонки у вас где-то будет еще километров 30, 40, 50. Поэтому заправляйтесь заранее. Добрый совет. Я уже второй раз так, ну, нет, не сказать, что нарываюсь, потому что всегда бензин есть в запасе. Всегда есть полный бак бензина, который заправлен. Но если мы платим за газ, зачем нам платить за бензин? Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, если вы едете в дальнее путешествие, заправляйтесь днем, не заправляйтесь ночью. Это важно, потому что это Болгария, здесь не всегда все открыто. И, ну, это понятно, но зачем открывать бензоколонку, когда вокруг нет машин? Ну, рационально. Что сказать по трассе? Вот второй раз я еду в Варну. Первый раз я ехал встречать Светочку, сейчас я отвез себя, а Светлана спокойно поехала обратно домой. И, скорее всего, домой она приедет, когда я уже сяду в самолет. Вот. Что можно сказать про аэропорт Варну? Ну, мое мнение. Удобный маленький аэропорт, удобно. Нету здесь, подъехали, взяли талончик на въезд. Светочка меня высадила, я пошел в зал, а она выехала и спокойно, она ничего не платит. До 15 минут никто ничего не платит. Что не сказать, по-моему, про аэропорт Софии.
Вот. Ну, друзья, все это калькуляция, математика. Тот, кто летает часто и ездит, всегда должен взять это в расчет. Далее, э, по качеству дороги, если взять, м, ехать из, давайте возьмем Габрово, Габрово-Скалска, никаких проблем. Если ехать с Габрова до Варны, это на 20 минут дальше, чем до Софии. Но по поводу дороги, мне, вот личное мое мнение, потому что в Софии уже был, ну, наверное, уже раз 10 в аэропорту ездил туда, наверное, все-таки удобнее ехать на Варну. Это лично мое мнение. Потому что у нас идет 100 километров до Большого круга, и потом мы вливаемся в такую хорошую трассу и идем спокойно по ней, там 110-120. Машин нет. Друзья, отдельная история по поводу освещения дорог. Ну, что вам сказать? А дороги не освещены практически от слова вообще. И ну, как вам сказать, опытный водитель, ему это не страшно, потому что он, во-первых, опытный, потому что если мы едем по пустой дороге, мы, естественно, идем на дальнем свете. Если мы видим встречную машину, мы выключаем дальний свет. Ну, это культура. И самое интересное, что вот в позднее время суток, вот такое, как мы ехали сейчас, машин очень и очень мало. Дороги абсолютно пустые. И иногда ну, не встречалось нам, что там нас один раз, там, нас за все это время один раз, два раза обогнали. И я один раз обогнал какой-то грузовик, который, ну, ехал перед нами, естественно, по разделительной, обгоняем культурно. Вот. Везде камеры. Друзья мои, включайте Waze, и вы будете видеть камеры, потому что камеры ловят вас на скорость. И поверьте мне, вы получите этот штраф. И еще, что очень важно для тех, кто, ну, для туристов вряд ли, очень много камер на винетку. Что такое винетка? Винетка – это оплата платных дорог в Болгарии. Это обязательная ситуация. Вы, когда въезжаете в Болгарию или вы покупаете машину, вы оплачиваете винетку, платные дороги. Сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, поправьте меня, это стоит 100 лев в год, 50 евро в год. Но если вы просрочили, у вас нет винетки, вас поймает. Очень много камер стоит, которые не смотрят на скорость. Не путайте камера на скорость и камера на винетку. Камера на винетку не интересует ваша скорость. Ей интересует, есть у вас вот эта винетка или нет. Поэтому проверяйте, если вы здесь живете, и не пропускайте сроки. Что я обычно, как обычно, я ни зачем не смотрю, а потом плачу штрафы. Ну, зайду на сайт Винетка БГ и проверю. По-моему, у меня до марта или до апреля. Ну, не хотелось бы ошибиться, как со страховкой, где я катался вообще 1,5 месяца без нее. Так, ну, все замечательно. Теперь, если вы летите из Варны, вы летите на Wizz Air или на лоукосте, не приезжайте за 3 часа, не нужно. Я рекомендую приехать, ну, за 2 часа 15 минут, потому что начали пропускать ровно за 2 часа. Поэтому не надо приезжать за 3 часа и волноваться, даже если вы с чемоданами. Просто 2 часа. Вот я лечу с рюкзачком, я не подходил ни к какой стойке, у меня чек-ин на телефоне, ну, как, наверное, и у всех. Сделали чек-ин на телефоне, показали весь проход от момента захода в аэропорт до момента поднятия после паспортного контроля занял буквально 12-15 минут. Да нет, наверное, даже меньше. Так как если вы летите с троллем или с рюкзачком, или вообще без всего, вы проходите моментально. Вам не нужно стоять там, сдавать чемодан и получать какой-то талон. Это важно, это важно. С троллем без багажа летать замечательно. Это удобно, это комфортно, никаких очередей. Прошли, все просто, все легко, поэтому имейте это в виду.
Вот, конечно, не каждый раз я лечу без чемодана, но в данный момент это прекрасно, это удобно. С момента захода в зал аэропорта до момента прохода всего, ну, 12-13 минут. Далее, друзья, наверное, если все-таки как бы вы едете, возьмите с собой какие-то бутерброды, возьмите с собой какую-то маленькую бутылочку воды. Хотя нет, воду вы можете купить наверху, уже в duty free, но бутерброды, сэндвичи и все остальное, естественно, в duty free это стоит раза так в 3,5, чем в обычном киоске или магазине. Поэтому почему не взять с собой несколько бутербродов, ну и лететь, так сказать, по-скромному. Опять же, если мы туристы, мы не считаем эти деньги. Но если мы все-таки едем, постоянно летаем, то сэндвич, ну давайте так сказать, 6-8 евро. Банка пива, которая в Болгарии стоит 2 лева, здесь стоит 8 лев. 4 раза. Да, это в 4 раза. То же самое касается и сока, то же самое касается и обычной воды, и каких-то газированных напитков. Вот. Ну, не duty free, а кафе наверху, они всегда дорогие. Поэтому, если, конечно, для вас это играет какую-то роль, я просто я вышел из дома, взял с собой несколько сэндвичей. Прекрасно. Вот сижу, купил бутылочку фанты, которая стоила здесь 3 евро, 6 лев. Вот так. А так это стоит 2 лева. Ну, ничего страшного абсолютно. Вот. Просто имейте в виду. Это не то, что какое-то крамчение денег, просто зачем? Я дома себе сделаю самые лучшие сэндвичи, вкуснее, чем здесь, и непонятно, из чего они здесь их делают и сколько они у них лежат. Сами понимаете. Поэтому я прекрасно сделал. И вот купил водички, сижу, радуюсь и жду посадки в самолет. Так что вот такой маленький обзор аэропорта Варна. Какая будет посадка? Рукавов, я думаю, здесь не будет. Скорее всего, будет автобус. Но об этом уже можно рассказать будет позже. Но мне понравился аэропорт. Мне нравится то, что очень удобно приехать. Удобная парковка. Вышел, зашел в зал. Замечательно. Мало рейсов. Скорее всего, сейчас только рейс на Тель-Авив. И поэтому, да, скорее всего, пока что мне больше нравится вылететь из Варны. Но это такое промежуточное мнение. Желаю вам хорошего завтра дня. Хубав ден на утро. Шейлахем йом наим хаварим шели. And ciao, ciao, my friends. Bye-bye.